Всем привет! В этом видео я покажу вам, как сделать вот такую лавочку. Расскажу, сколько нужно трубы, сколько доски, покажу размеры. Скажем так, видеоинструкция будет по изготовлению вот такой лавочки от А до Я. Для этого нам понадобится 6 метров трубы 40 на 20 и 3 метра трубы 20 на 20. Это под сидушку для усиления, скажем так, на всякий случай. Трубу 40 на 20 нам нужно порезать 8 отрезков по 55 сантиметров и 4 отрезка по 40 сантиметров. Вот эти отрезки пойдут на спинку, вот эти отрезки пойдут на каркас боковушки. Я буду делать 2 лавочки, поступил заказ на 2. Так, сейчас на отрезном станке запилю профиль под 45 градусов. Итак, подготовил я трубу к свариванию. Поскольку лавочка будет 1,5 метровая, отрезки 2 штуки из трубы 20 на 20 нужно отрезать по 134,5 сантиметра. 8 отрезков по 55 сантиметров я запилил под 45 градусов под сварку. Итак, по поводу сидушки, смотрите, вот так оно наискось отрезалось. Сейчас я приложу, к примеру, к сварочному столу. Видно, да, наклон? Вот так. То есть наклон то, что нужно. Как его сделать? К примеру, ровный торец. С одной стороны отступаете 5 миллиметров и наискось отрезаете. Сейчас я приложу угольник, чтобы было вам наглядно видно. Ё-моё, сейчас, секунду. Видно, да? Полсантиметра отступили и отрезали. Это для того, чтобы сделать на диаметре данной трубы угол наклона 15 градусов. Трубу зачищаю, кстати, вот таким диском коралловым. Вот такая вещь. С лепестком даже и сравнивать не стоит. Ржавчину сбивает так, как нужно. Итак, далее я собираю каркас на бока. Свариваю заготовки под спинку. После сварки у нас получилась вот такая боковина 55 на 55 и вот такой вот под сиденье. Я вам скажу, более чем. Но после сварки этих 2 деталей уже получится вот такая боковина. Так, сейчас как выставить, все покажу. И, короче, блин, беда у меня произошла. Кто варит в шлепках? Ну, поняли, да? Что, как думаете, можно еще в таких носках ходить? Или уже пора их забычковать и в печке спалить? Вот такой вот лайкос мне за носки поставьте, не жадничайте. И за то, что я с вами делюсь размерами и показываю, как варить подобные изделия. Итак, как это сваривать? Сейчас показываю. Беру рулетку. Смотрите, от края. Помним, да? 55 сантиметров у нас боковуха. От края отступаем 40 сантиметров. С этой стороны также. Далее
берем какую-нибудь направляющую. Я использую линейку. Далее берем кусок трубы. Желательно, чтобы он был, ну, такой же. Вот я использую 40 на 40. Здесь у нас 40 на 20, здесь 40 на 40. Далее берем и по нашей направляйке, одной рукой чуть неудобно, выставляем, да, видите, вот у нас метка, линеечка, линеечка, и вот у нас метка, да, видно. То есть линейку как направляйку выставляете, чтобы не ошибиться. Ну, это труба для поддержки, чтобы оно не провисало и не падало туда. Итак, я привариваю. В итоге у нас получится вот такая боковушка. Боковушки свариваются между собой обрезками трубы 20 на 20. И в итоге получается у нас уже вот такой каркас. Все ровно. Так, почему 40 сантиметров? Объясняю. Зачем мы отступаем? То есть 40 сантиметров в нижней точке. Плюс 2 сантиметра труба, то есть 20 на 20. И буду я использовать доску 30-ку. То есть общая высота у нас получится 45 сантиметров. Ну, обычная стандартная высота стула. Обычно, ну, обеденного. Или кухонного. Да, вообще любого стула. Выставляем, чтобы лицевая, нижняя, задняя и верхняя часть по рулетке везде было одинаковое расстояние. И здесь замеряем расстояние отсюда, чтобы было точно такое же, как отсюда до сюда, по краям, чтобы не выступала доска. Ну или наоборот, не пришлось сдавливать верхнюю часть, стягивать, так сказать, чтобы она была заподлицо с доской. Итак, я буду использовать на сидушку именно 3 доски размером 100 на 30. Вторую перемычку. Кстати, у меня попался тяжелый случай. Ну, я имею в виду заказчика. Жопа такая, как колесо с фуры. Поэтому на ней сложу 2 перемычки. У кого вообще там, ну, печаль, беда, скажем так, можно добавить вот здесь вовнутрь еще одну вкинуть, чтобы, ну, поняли, да, чтобы они между собой еще держали доску, которая будет по центру. Ну, я не буду этого делать. У меня, в принципе, не так все печально. От края вот отсюда, сейчас рулетку возьму, до центра следующего усиления я сделал 28 сантиметров, то есть 10 сантиметров доски, 2 сантиметра пролет будет, еще 10 сантиметров это 22 сантиметра, 2 сантиметра зазор, это уже 24. Ну и дальше погнали, третья доска, то есть получается вот эта нижняя крайняя перемычка практически по центру третьей доски будет. Усиление под первую доску, вторая будет играющая. И третья доска тоже усиленная. Свариваю. В принципе, я еще успею покрасить. На улице светло. Каркасы покрашу. И покажу. Я уже подготовил доску своей электроножовкой. Напилял. Рука уже такая сильная. Можно вообще гвозди пальцем заталкивать. Напилил. Будет у нас 3 доски на сиденье и 3 доски на спинку. Довариваю, крашу. Одна лавочка, вторая лавочка. Там у меня еще куча столов, лавочек. И займусь подготовкой доски. Объясню, как лучше и чем лучше вскрывать, чтобы она не трескалась и не выгорала на солнце. Итак, друзья мои, у нас уже здесь начинается движ огненный. Досочки я прошелся сначала электрорубанком, поскольку такие паршивого качества были, а затем зашлифовал их насадкой на болгарку.
Сейчас покажу. Ну, обычный наждачок на липучке. Зернистость 60. Дальше обжигаю. Вот такого не получается. Качество. Лично мне нравится. Под прошлыми моими видео кто-то писал, типа, херня, все это колхозничество. Ребята, будете делать себе лавочки, хоть гомном их мажьте. Я обжигаю, мне нравится. Так, что дальше? Обожгу остальные доски. Затем буду уже вскрывать лаком, но уже завтра. У кого нет вот такой горелки и баллона, вам достаточно будет, если вы будете делать лавочку для себя, обычной горелочки и обычного баллончика. Я раньше таким только и обжигал. То есть его хватает вполне. Лавочки уже у нас покрашенные. На низ я добавил вот такие штырьки по 35 сантиметров. Это под бетонировку. Как обжигать доску? Не знаю, ну хотите, сейчас секунду покажу. То есть передерживать и делать ее слишком черную не нужно, поскольку потом ее нужно будет шлифовать. То есть все умеренно. Сейчас показываю. Ну, то есть делов, да? Прошли, и получается вот такой рисунок. Я начал доски вскрывать лаком. Смотрите, разница просто обожженная. И в один слой лаком. Это первый слой пока. Сейчас вынесу на солнце. Покажу с теми, которые на солнце. Видно, да, разница какая? Ну и если б я не обжег, какой бы оно вид имело. Это у нас после первого слоя. Так, показываю, как все проще всего и удобнее скрывать. Если вы одну лавочку хотите сделать, то вам достаточно будет и кисточки. Если вы будете делать, например, как я, на продажу, и у вас постоянно будет количество, то вот такой валик просто незаменимая вещь. Валик реальная тема. Макнули, он там прямо прокрутился. Сначала один край вымазали, другой край вымазали. Ну и какая кисточка тут сравнится со скоростью. Объясните мне, всезнающие эксперты. И валик должен быть не поролоновый, а вот такой ворсистый, как ткань. По поводу лака. Лак я использую только акриловый. Почему? Во-первых, быстро сохнет. Во-вторых, абсолютно не выгорает на солнце. И в-третьих, стоит недорого. Разбавляется водой, если он нужен. Ну, если нужно разбавить, если сильно густой. И валик после такого лака просто под проточной водой моется. И все. Почему не алкидный? На основе алкидных лаков делают краски, в основном дешевые эмали. И алкидный лак абсолютно не держит ультрафиолет. То есть, если вы покрыли обычным лаком, алкидным, вонючий который, объясню так, и который долго сохнет, доску, то через 2 года в основном начинается на месте сучков такие серые пятна, он выгорает, обшелушивается и конец.
Приходится потом зашкуривать и переделывать. Акриловый же лак намного дольше ходит. Это только первый слой. Я вторым слоем покрою. Будет вообще красота. Ну, это я пока первую сторону прошел. Вторая сторона еще не пройдена. Итак, еще немаловажный момент. Какую доску прикручивать на шурупы, а какую доску крепить на мебельные болты. Сейчас я вам объясню этот нюанс. Доска брус, который, допустим, вот у меня доска 100 на 30, вот эту доску лучше крутить на 2 самореза. И на саморезы обычные по дереву. Это если доска сухая. Если доска мокрая, нужно брать саморезы усиленные, поскольку при высыхании на лавочке ее будет вот так, как сверло, крутить в разные стороны, и саморезы вырвутся. Если вы используете брус, допустим, 50 на 100, то уже брус нужно крепить на болты, поскольку толщина большая, и если он чуть-чуть сырой, его уже никакой саморез не выдержит и будет вырывать их. Поверьте, это уже пройденный этап. Лавочки, кстати, которые вчера покрасил, чуть-чуть пыли они припали. Крашу красочкой с вот таким эффектом. Вот и долгожданный наш результат. Все красивенько, четенько.